и я тебя хотела спросить, вообще, как оно тебе? То, что мы в эфире, то, что я хочу сделать запись этой сессии. Даешь ли ты свое добро на эту историю? Да, я даю добро. Можно я только на секунду отбегу? Сейчас 3 Вообще секундочки. легко, вообще Да. легко. Ой, простите. Вообще никаких проблем, Зоя. И в конце тебя спрошу еще раз, разрешаешь ли ты оставить. Если скажешь, что нет, то удалим ее отовсюду. Так что пусть тебя это вообще совершенно не смущает. Хорошо. А, Во-первых, очень тебе благодарна за отклик. Скажи, пожалуйста, что сподвигло принять мое смелое предложение? Ой, ты знаешь, я всегда так рада взаимодействию с тобой, да, тем более поработать, ну, как вот решить свой вопрос. Ну, и я знаю, что с тобой все это экологично, все очень поддерживающе. Ну, знаешь, такая в доверии к тебе как специалисту и к человеку. Супер, Да. спасибо большое, Зоя, очень приятно слышать. Смотри, у нас 20 минут. Как тебе Мгм. вообще вот с этим таймингом? Хорошо. Окей. Скажи, пожалуйста, как, хочешь, я могу напомнить тебе, там, когда пройдет 10 минут, могу напомнить тебе за несколько минут до конца. Может быть, вообще не надо напоминать, у тебя есть часы. Вот как, сделать, чтобы тебе было комфортно? Ну, можно за несколько минут до конца, чтобы мы, подсобрали запрос на том Окей, уровне. Мгм. окей, окей. А, Тогда расскажи, пожалуйста, с чем пришла и с чем важно поработать. Ты знаешь, я ходила, думала об этом запросе, как его сформулировать, да, и я ощущаю себя таким новичком. Хотя вроде и, ну, и там пройдено, и столько консультаций по нумерологии, но вот именно коучинг, психология, да, здесь много практики среди студентов, а вот именно в мир Инстаграма выйти и заявить о себе, как о специалисте, вот у меня есть ощущение, там, вот как после института студент, вот вышла такой, и что делать дальше? Вот у меня вот такое, ну, как ощущение новичка полнейшее. И в этом я стопорюсь. Знаешь, как у меня происходит внутри? Как будто одна моя часть такая говорит: "Да, блин, ну, как я столько умею", а вторая часть говорит: "А что умею-то?" Ну, как бы, где это на практике, в реальности с людьми? Как это донести до людей? Зоя, смотри, услышала про новичка, ты дважды сказала, что Мгм. ощущение новичка. Услышала про 2 части. Да. Что совсем с этим делать? Вот если это прям подсобрать, про что эта история для тебя? Ну, это, конечно, про проявление, да, и проявление себя как специалиста. Ам, ну да, вот если вот так, да. И получается, что когда я как новичок, как специалист, да, в этом у меня есть, м, вот шатание, да, вот, ну, начало пути в этом шатании. Мгм. С чем тогда хочешь уйти через 20 минут? Ну, может быть, с какой-то внутренней опорой, потому что мне именно ее не хватает. М. Слушай, а как тогда эта внутренняя опора связана с частями, с двумя, связана с ощущением новичка? Вот как-то она сейчас откуда еще взялась? Мгм. Ну, получается, ну, правда, всем этим частям надо на что-то опираться. Новичку надо опираться на знания, да, и вот, ну, грубо говоря, вот с этим дипломом идти, я имею право. Тому той части, которая уже консультировала, ну, в других направлениях, да, надо опору иметь, что да, ну, как бы начинаем все сначала, и здесь, ну, как бы тот опыт есть, как у личности, да, но к специалисту в другом направлении он помогает просто личностно.
профессионально все равно шаг, как бы какая-то такая опора, не чувствовать себя самозванцем. Вот той личности, да, что опять я самозванец, ну столько сделала, опять мне надо как будто что-то доказывать, да. И ну, наверное, вот в этом "Инстаграме" это тоже как про опору. Вот ну, в "Инстаграме" как будто это опора-поддержка самой себе, да, потому что извне вроде, вот честное слово, люди так много поддерживают: "Выходи, выходи", а я как не слышу, как будто мне нужна какая-то другая поддержка. Мгм. А как ты поймешь тогда к концу сессии, что вот она, вот это именно та опора, которая мне нужна? Я думаю, что это будет, ну, какая-то мысль, но или мысль новая, или, наверно, больше про мысль, потому что по ощущениям, я не знаю, как бы я это почувствовала, это будет какая-то мысль. Э, Прошу помощи. Да. Что значит это будет какая-то мысль? Э, Предположу, что у тебя и сейчас есть какие-то мысли, в голове. Что это за Да. мысль будет к концу тогда? Знаешь, как будто сейчас у меня много вопросов, как начать. Вот как начать, да? И не переходит в действие. Вот я понимаю, внутри у меня ответ есть. Решила и сделала. Что начинать там? Ну, вышла в "Инстаграм", написала пост, вот тебе и начало. А я почему-то застряла вот в этом болоте: как начать, как начать, как начать? Знаешь, уже все бегут, а я все стою, ну, вот на этом старте, да. И, наверно, опора это будет вот эта мысль внутри: решил и сделал. Убрать вот эту "как начать". Как будто я там увязла где-то. Знаешь, вот я сейчас говорю, у меня прям метафора, как будто я в какой-то вот прям болотистой грязи стою и никак не могу ногами вырваться. Мгм. У меня, поделюсь, прям вот такая же, когда ты стала вот так показывать, как будто ты вот действительно где-то как буксуешь. А, Зой, вот привнесу, как я вижу вот эту историю про Да. мысль. Мгм. А, я правильно понимаю, что тогда тебе нужна энергия на действие? То есть как топливо для того, чтобы вылезти из этого болота, чтобы была энергия пойти и делать? Или ты Да, не про да. энергию все таки когда говоришь про мысль? Знаешь, это вот энергия цель, да? Как будто я застряла вот на цели, как начать. Вот я не понимаю, куда люди все бегут, да? Вот, а я вот застряла вот на вот этом шаге. У всех есть цель какая-то там 1000 километров пробежать, и они этой идеей, вот энергия выделяется на 1000 километров. А я как будто выделяю эту энергию только вылезти из этой лужи. А дальше, ну как бы не генерирует голова. Я даже не пойму почему. Вот как-то вот такая история. Или вторичных выгод у меня здесь, что вот мне здесь прям хочется стоять, да, месить это всё. А, ну так. Знаешь, самое интересное, ну, вот такая, что я думаю, есть ли у меня страх? Ну, я когда выходила сюда, ну вот чем отличается по большому "Инстаграм" от того, что я вышла сюда? Ничем. И у меня даже тремора нету. Я вышла вот как я понимаю, что там кто-то может смотреть как "Инстаграм", а могут и не смотреть, да, как "Инстаграм". Ну да. А как ты это сделала, Зой? Вот здесь я сделала, просто сделала и все, да. Ты мне написала, я сказала "да", причем у меня день пошел вот так. Я тебе написала, что я не успеваю, ты говоришь: "Давай перенесем". И как-то это было все про действие. Все, давай перенесем, выйдем попозже. И у меня не было ощущения, что я стою на месте. Это как-то вот, ну, знаешь, потому что здесь есть четкая цель провести эфир. Ну, все, да, и какие-то возникающие вопросы- это ну, как бы мозг раз говорит, что это можно решить. Ну, вот щас у меня что-то там случилось, но а там,
Знаешь, сейчас такая у меня мысль пришла, как будто вот каждый бегун вот на этой трассе, которая у меня метафорически, да, бежит, с какой-то идеей. Ну, скажем так, да, если бы им в руки дали что-то, кто-то там бежал бы, ну, как в "Инстаграме", там, с горшочком, который он вылепил, кто-то, там, не знаю, с клубочком, который он связал, да, и они бегут, чтобы, донести до точки Б свою вот эту идею. А я как будто не знаю, чё нести. Вот, ну, как бы внутри как будто у меня все есть, а вот снаружи мне в руки ничего не дали. Я вот в этом ожидании, что мне кто-то что-то даст, и вот с этим я побегу. И я вот время как будто тяну. Зоя, а что это внутри, то, что хочет быть проявленным? Знаешь, какая-то ценность. Вот у меня идет какая-то эта ценность, да, которую вот я буду бежать, тратить на это время, энергию, идею свою добежать, да, не уставать от этого. Это будет вот важнее всего, вот эта ценность. А. Ну смотри, вот получается, эта ценность — это возможность через меня людям, ну, обрести что-то свое, да? Ну, потому что здесь точно не про спасение у меня. Ну, вот у меня нету такого, ну, что я там спасу кого-то. Это, и знаешь, вот у меня сейчас такое ощущение, что оно у меня такое все, ну, вот маленькое, да, вот эта ценность. И я так стою, думаю, вот если кто-то, захочет, я помогу. Вот, ну, вот так, да. А если никто, никому не надо, тогда я здесь буду стоять, я вот здесь же мнусь, стою, да, ну, как бы, даже если все убежали, ну, явно я здесь стою, и меня как-то видят. Ну, скажут, там какая-то странная, все убежали, а она мнется. Но, как будто, знаешь, я жду, что вот эту ценность у меня кто-то попросит, и я вот с таким этим скажу: "Нате, нате, вот у меня столько этого, но главное попросите у меня", да. А вот вытащить ее и бежать, почему-то у меня голова не работает в этом. Вот так не работает. Два момента. Во-первых, смотри, хочу заметить, когда ты заговорила про ценность, как у тебя изменилась энергия, как изменилась скорость речи, как ты прям куда-то раз и ушла. И, 2 момент, ты говоришь о том, что вот, ну, как бы вы попросите, а я-то дам с удовольствием. А как они должны узнать, что это у тебя есть? Вот из этих двух векторов, куда тебе сейчас будет полезнее посмотреть? В ценность или как ты можешь, как они должны узнать, что это есть? Может быть, что-то еще? Мгм. Как они. Ну, давай посмотрим. Знаешь, у меня такой вопрос какой-то, в одном случае понятный, в другом случае такой, ну, как типа, если им сильно надо, ну, то они будут об этом говорить. Ну, как тогда я узнаю, где я узнаю, да? Ну, мы же, да, да. Получается, здесь таких 2 вопроса. Или я должна где-то слышать, что им это надо, и вот, ну, хотя бы тихо подходить и говорить: "У меня это есть. Вот, типа, если хотите, я вам могу дать". Или тогда я должна говорить, что у меня это есть, хотя бы тихо. Ну, типа, ну, если вам сильно надо, подходите. Какая-то история, что кто-то об этом должен говорить из нас. Да. А получается, что и я не слышу ихних вопросов, потому что где? И они не слышат моего предложения. И какая-то такая глухой телефон получается, да, что им, может, и надо, и они стоят в ожидании, и я хочу отдать, но никто никого не слышит. Да. Мгм. А вот у меня прям метафорически, ты знаешь, я вот прям реально, это вот какие-то военные действия, я не знаю, что для меня за перерождение такое. Вот у меня такое ощущение, что я правда стою, прям я себя вижу в таком пальтишке каком-то, да, на уголку, и я прям жду, вот кто-то будет ехать, и я обязательно кому-то эту корзинку вручу. Ну, что вот я чуть там не с пайком стою, да, и вот сейчас я обязательно увижу голодные глаза, я этот паёк
вручу, у меня есть. Вот такое какое-то ощущение. Мгм. Знаешь, смотри, получается, что я жду только людей в глубоком дефиците. Вот голодные глаза — это про что? Это когда человек уже не может это скрывать, это вот, ну, настолько это видно по глазам, да, это прям какая-то трагедия. И вот моя какая-то субличность ждет вот этой трагедии. А как будто, когда счастливые глаза, ему просто это надо. Ну, как бы я не сильно голодный, но и булочку бы я съел, да? Вот это мой мозг как будто не считывает. Вот это интересно. Мгм. Э, как оно тебе все вот сейчас это проговариваешь? Что хочешь с этим делать? Мне просто интересно, почему, и вот смотри, знаешь, что мне сейчас интересно? И получается, если человек в дефиците и голодный, как я ему могу продать? Ну, как бы, вот, ну, как можно продать еду человеку, который, ну, все, это у него последний шанс поесть, да? И тогда, ну, вообще это не вариант, здесь ты так отдашь, да? И я тогда, конечно, вообще ни о какой продаже не может речь идти на моем подсознании. Вот это интересно. Получается, что я ищу клиентов, которым необходимо это, необходимо как жизнь. И здесь я уже, ну все, я готова просто так отдать. Да, ну потому что это безвыходность. А если я туда смотрю, что это, ну как бы, мое могут брать в изобилии, человек хочет еще просто лучше, то тогда я могу предлагать. Как будто тогда я в другом мире появляюсь. Знаешь, у меня такая сразу метафорическая какая-то ярмарка, и люди хорошо одетые, да, и просто люди вышли, ну, как-то себя побаловать, ну, улучшить свою жизнь, да. И тогда я могу говорить: "А у меня вот есть, и это есть". Да, и здесь, кстати, другая энергия. Тогда как будто, мне хочется их удивлять, не спасать. Вот я самое интересное, помнишь, говорю, я же не хочу спасать, как я могу их спасти? А что означает моя корзинка, когда голодные глаза? Это ж спасение буквальное. Мгм. Да. А что сейчас меняется, когда ты на ярмарке, когда появилось это изобилие? Вот как оно там тогда? Ну, тогда и я, знаешь, я тогда, ну, становлюсь такая, во-первых, хорошо одетая, да, ну, в таком состоянии. Это же ярмарка, это ярко, шумно, красиво, да. И тогда там даже если ты кричишь: "У меня есть то-то", да, то это очень лаконично смотрится, потому что, ну, как бы ярмарка предусматривает этот шум, гам, и люди ходят туда, кто-то просто поглазеть, ну, что продают, да, кто-то, там, не знаю, обменять что-то на свое, да, кто-то купить, но все пришли получить здесь удовольствие. Ну, как бы, даже если там мальчишки какие-то воруют на ярмарке, они так летят оттуда, что, ну, там, что это все равно какой-то азарт. Там весь азарт, да. Да, и здесь такая как будто игра появляется. Ну, как бы я предлагаю, они хотят — покупают, не хотят — не покупают. Ну, как бы идут дальше, никто ни в чем, ни я в них не нуждаюсь, ну, до такой степени, ни они во мне не нуждаются до такой степени. Это такое по любви. Подхожу, не подхожу — идите дальше. Вон там народу еще сколько. Зоя, а Да. как проявляешься, когда по любви, когда как игра? Ну, очень доброжелательно и, ну, с такой искоркой в глазах, да, потому что, м, ну, сама получаю удовольствие от этого, и, ну, и получается, что, ну, ты реально как в театре. Вот, ну, там, да, вот такое какое-то ощущение, что сама продажа — это уже, ну, как бы, уже процесс начался. Даже эта ярмарка — это уже процесс. Это не только когда уже купят и потом начнется процесс. Нет, я здесь стою, продаю, и я уже в процессе. Если они у меня купят, они купят у меня что-то вкусное, ну, такое яркое, они купят именно у меня, и это для них уже важно — купить именно у меня, а мне продать именно им. Да. Зоя, смотри, у нас осталось прям буквально пару минут. Вижу, как у тебя опять меняется энергия.
Вот что сейчас чувствуешь? Как оно тебе все откликается? Ты знаешь, вот чувствую, что, "Инстаграм", по большому счету, это, ну, игра, по сути, да. И если начать видеть в "Инстаграм" тоже процесс, не убирать его: "Ой, это надо пойти как-то предложить, как-то ны-ны-ны", а видеть в этом, важную часть, да, вот этого этой терапии. Для меня тоже как для проявления, да, это тоже проявление. И для людей, которые, может, а, для себя тоже какое-то примут решение благодаря тому, что я где-то буду проявляться как я. Ну вот просто как я, да. И да, и здесь история вот из любви и из удовольствия. Я сюда вышла вот, ну, потому что, мне хочется здесь быть. Вот так, да? Что этот процесс тоже важен, а не из-за того, что мне надо вас быстрее перевести в терапию. Нет, здесь тоже свое пространство и свое место. Да. Можем ли двигаться к завершению или что-то важно еще проговорить, Зой? Нет, ты знаешь, такое у меня ощущение, что, ну, такое важное мы нашли. Вот эта опора именно, что это тоже процесс, которому надо дать место и получать от него удовольствие. И в этом есть опора. Тогда ты не зацикливаешься, что мне надо здесь быстро выбежать с этой корзинкой, схватить, да, и убежать. Что нет, здесь тоже будь и ищи, как здесь получить удовольствие-то. Как в каком, около какого вот этого столика встать, да, разложить свое ценности свои и начать говорить: "Вот я здесь, ну, как бы это мое место". Да. Мгм. Мгм. Что будешь делать с этой опорой, с этим местом и столиком за рамками сессии? Ой, ой, напишу пост. Знаешь, как займу столик, да, напишу пост, что я получила диплом, что я, выставлю. Я столько дипломов получила и никому никогда не показывала. Ни коучинг не показывала международного, просто никому ничего. Знаешь, как будто они у меня так лежат и радуют. И вот это мой столик, по сути. Занять столик и сказать: "Вот, я здесь стою, а вот это мои ценности. Вот, сертификаты- это мои ценности", да. И тогда просто даже звать: "Да вы посмотрите, вы знаете, сколько я сил сюда вложила? Вы знаете, сколько я и денег вложила, и времени вложила", да? И это, ну, как бы это ценность. И тогда, ну, вот с этого ресурсного состояния начинать двигаться и по ходу смотреть, ну, как бы, что дальше. Да. Мгм. Спасибо большое, Зой, за эту работу и за то, что позволила быть с тобой в этом путешествии с голодными глазами и повозки до изобильной ярмарки в любви, и как это прям за 20 минут какой ты проделала путь. Очень круто. Спасибо тебе большое. Да. Тебе тоже спасибо за Как хочешь такое. закончить? Ой, ну, хочу закончить благодарностью тебе за то, что ты так тонко подмечаешь, направляешь, замечаешь, даешь как бы пространство и умеешь в такой короткий срок как-то все подсобрать и суммировать. Да, Благодарю тебя. Разрешаешь ли оставить запись? да, разрешаю. Да. Огромное спасибо. До скорейших встреч. Пусть все сложится наилучшим образом. Зои, рада была тебя видеть. Я тоже рада тебя видеть. Да, Спасибо тебе. спасибо. Пока. Пока-пока. Пока.